Друзья, телевизор на Google TV. И вот я не думал, что будет столько запросов именно на эту функцию. Как настроить Google TV телевизор быстро за пару минут с помощью смартфона. Да, обыкновенного смартфона. Это действительно можно сделать очень быстро в 2026 году. Это просто делается, сосканировав всего лишь один QR-код на телевизоре. А как это сделать? Мы сейчас вам покажем на канале Технозон. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео, обзоры, настройки. А еще я вам советую, конечно же, смарт-телевизоры использовать со смарт-ТВ-боксами. И если вы не знаете, где купить смарт-ТВ-боксы, хорошие смарт-ТВ-боксы, то в описании под видео ссылки. Как, если вы не знаете, в Украине где купить, то technozon.com.ua, проверенный наш сайт. Ну что, поехали настраивать от первого включения до момента установки приложений из Google Play Store. Все чудеса начинаются именно с этого места, когда нам нужно с вами сопрячь пульт. Мы должны зажимать кнопки на пульте, которые нам пишет телевизор. Обычно у каждого производителя кнопочки зажимания разные, поэтому вы обязательно внимательно смотрите, какие кнопки на пульте нужно зажимать. Мы зажимаем наши, ждем, пошло сопряжение, и мы видим, что у нас все соединено четко. Выбираем ваш язык. На данном этапе выбирается язык просто. В данном случае выбираю русский и выбираем страну. Я выбираю Украина, конечно же. И вот он, конечно же, тот код настройки, который нам необходим. Он просто сканируется вашим телефоном. Вы сейчас видите экранчик смартфона моего дополнительно. Берем, выбираем камеру. Выбираем код, как мы видим, и сканируем. Вот здесь вот у нас выдает сразу, в какую часть умного дома добавить ваш телевизор в Google TV. Он сейчас производит поиск устройств. Он к нему, конечно же, подключается. Мы видим сообщение «подключено». И у нас пропрыгали уже все вот эти квадратики. А дальше все настройки идут конкретно на телефоне, где мы принимаем условия использования, выбираем комнату, в которой стоит наш телевизор, и выбираем Wi-Fi, к которому необходимо данный телевизор подключить. Вводим пароль от Wi-Fi. И у нас сейчас он сразу же подключается к Wi-Fi сети, при этом вам в телевизоре ничего не нужно делать. Мало того, он еще и перенесет Google аккаунт сейчас. Теперь он нам предлагает войти с помощью Google аккаунта, и видим, что он входит в мой аккаунт на самом телевизоре без ввода каких-либо моментов. Код выполнен. Мы опять же даем согласие на использование Google сервисов. Здесь нам достаточно просто подтвердить и выбираем язык нашего телевизора. Я вам говорю сразу, так как здесь нет ничего в Google аккаунте для нас нормального, то есть имеется в виду нет ни русского, ни украинского языка, то я всегда здесь выбираю английский Великобритания и продолжаю. Все это, ну вот у меня сейчас английский и Соединенные Штаты тоже подходит. Теперь здесь мы выбираем сервисы, которые мы используем. Ну, например, у меня будет Netflix, YouTube, YouTube Music. Вам предложат выбрать, конечно же, какую заставку выбирать. Ну, это нам уже ничего интересного. Далее и готово, и все. Вот здесь вот мы дошли до момента того, что он просит включить поиск по всем приложениям. Нажимаем «Показать больше», «Разрешить». Это позволит нам работать внутри приложений с голосом, включить Voice Match с «Обязательно соглашаемся» и включить персональные результаты. На текущий момент не все телевизоры предлагают выбрать режим питания. Объясню. Дело в том, что низкое потребление будут доступны только критические апдейты и основные фишки. При оптимизированном будет Google Cast только через Wi-Fi, будет контроль телевизора и тому подобное. А вот некоторые функции и некоторые, например, сервисы, которые работают в фоне, они будут отключаться. Повышенное потребление я всегда ставлю. Это позволяет нам при малом количестве памяти не выгружать из памяти приложения, которые находятся в режиме там, постоянно действующих. Например, Matrix, если вы понимаете, о чем я говорю. Я всегда ставлю повышенное потребление, и здесь мы задаем родительский контроль. Данного пункта на некоторых телевизорах может не быть. Давайте введем базовый пароль какой-нибудь 5555. Если у вас есть родительский контроль, как в этом телевизоре, то вы можете выбрать приложение, которое вы можете заблокировать по родительскому контролю. Тут, в принципе, дело уже ваше. А вот здесь вот у нас наступает момент настройки, когда мы подключаем антенну, либо кабель, либо спутниковую антенну, либо расширенные настройки. Тут предельно все просто. Если мы выберем с вами антенну, он сразу начнет искать, вот у нас, смотрите, есть антенна,
Вот, пожалуйста. Это Т2 телевидение обыкновенное, которое мы не подключили. Мы, конечно же, молодцы, но мы ее сейчас подключим, попробуем что-то найти. Хотя у меня сейчас здесь, конечно, с каналами беда, там, где я нахожусь. Пожалуйста, 20 каналов нашло. Мы можем, конечно же, использовать кабельный, можем использовать спутник. В спутнике у нас есть, либо мы можем с вами выбрать отдельные спутники, известные, либо через опцию один кабель. Для тех, кто имеет спутник, кабельное телевидение и все остальное, они обычно знают, как с этим работать. В расширенных настройках мы можем с вами более расширенные делать моменты, например, выбирать аналоговый, либо цифровой, либо аналоговый тип вещания, то есть уже не автоматический. Но в данном случае эта настройка сугубо номинальная, потому что если вы уже покупаете себе смарт-телевизор, я думаю, нужно уже переходить на какие-то OTT-сервисы, либо на ТВ-боксы с какими-то другими методами просмотра. В данный момент может пройти обновление. И на данном этапе обычно на современных Google TV телевизорах можно выбрать несколько профилей, создать контент из Google Фото для заставки, либо включить функции для детей. Это для семейных рекомендаций, родительского контроля, либо создать детский профиль. Мы открываем с вами Google TV. На текущий момент мы видим с вами уже готовый рабочий стол для, скажем так, для использования вашего телевизора, но что нам делать дальше? Мы с вами пройдем весь путь до момента установки каких-то приложений. Идем с вами в быстрые настроечки. Здесь мы обязательно проверяем обновление системы. Ну вот, кстати, у нас здесь есть Setup Apple AirPlay или HomeKit. Если у вас есть AirPlay либо HomeKit, оно выдает, это уже вы тонкие настройки завершаете сами. И уже в данном варианте мы видим с вами полностью готовый телевизор к работе уже с некоторыми моментами. То есть здесь будет работать телевидение, здесь будет работать обыкновенное телевидение через Т2, которое мы с вами настроили. То есть если мы войдем в Live TV какое-нибудь, либо дополнительное устройство, я вам пообещал настройку до установки приложений. Для этого в Google TV нам нужно зажать с вами голосовой поиск Google Play Store. Это то, что вам нужно сказать, чтобы открылся магазин приложений, откуда вы будете уже устанавливать базовые какие-то свои приложения для стриминга. Например, в моем случае это Megogo. Я установлю, например, какие-то отдельные там медиаплеер, там коди, которые я устанавливаю для себя, но это чисто для меня. Не цель этого обзора устанавливать какие-то приложения и что-либо настраивать. Огромное количество настроек существует на других каналах, либо в Телеграме, либо на других каких-то ресурсах. Но в нашем случае мы с вами уже дошли до того, что вы можете самостоятельно зайти, потому что у вас по факту сейчас уже настроен смарт-телевизор до уровня подключенного Wi-Fi и установленного аккаунта. Вот, пожалуйста, все синхронизируется. И, в принципе, что обещал, вернее, что вы просили, то я и сделал. Первичная настройка вашего смарт-телевизора на Google TV с помощью смартфона. Мы сделали это до момента установки приложения. Дальше будет. Подписываемся, нажимаем колокольчик. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.